Базовые объекты. В методичке на 7 странице описываются две группы базовых объектов. Давайте их посмотрим поподробнее. Первая группа – группа прямоугольника. Я ее уже отделила. Давайте посмотрим и вспомним, как мы можем нарисовать объекты. Мы можем взять любой инструмент из этой группы и нажатой левой кнопкой мыши растягивать фигуру и получать и вертикальную, и горизонтальную фигуру. Чтобы, например, создать правильный квадрат, я нарисую этот правильный квадрат при нажатой Shift. Чтобы нарисовать фигуры от центра, не по диагонали, а от центра с движением во все 4 стороны, я это сделаю при нажатой Alt. Но очень часто мы хотим создать фигуру с предварительно заданными размерами. Например, я хочу начать дизайн визитной карточки с размерами 90 на 50. Я хочу уже создать прямоугольник с такими конкретными размерами. Чтобы создать любую фигуру с конкретными данными, мы берем соответствующий инструмент и делаем клик, щелчок по любой точке. Я беру прямоугольник, делаю щелчок по любой точке. Открывается одноименное диалоговое окно, где простейшие поля ширины и высоты я задаю размеры визитной карточки 90 на 50 мм. Также работают остальные инструменты. Например, прямоугольник с закругленными углами. Я могу произвольно создать. Я также могу создать с предварительно заданными размерами. Я беру прямоугольник с закругленными углами и делаю щелчок по любой точке. Допустим, я хочу получить квадрат с размерами 80 на 80 мм. И радиус углов выбираю 15. Но в то же время во время создания таких фигур очень часто хочется интерактивно редактировать, например, углы. Чтобы в процессе рисования у вас была возможность редактирования этих углов, вы рисуете мышкой, не отпуская левую кнопку мыши, на клавиатуре нажимаете стрелочку вверх или стрелочку вниз. Стрелки навигации вверх-вниз, влево-вправо. Сейчас здесь я использую только стрелочки вверх и вниз. Все это делается в процессе рисования, пока вы не отпустили левую кнопку мыши. Если отпустите, то стрелочки вверх и вниз просто будут перемещать целиком объект, но никак не будут редактировать углы. Еще раз показываю. В процессе рисования, пока вы не отпустили левую кнопку мыши, стрелочками вверх и вниз вы регулируете радиус этих углов. После создания, когда вы уже отпустили левую кнопку мыши, редактировать углы вы сможете белой стрелочкой Direct Selection. Щелчок по нужному углу и, пожалуйста, именно этот угол вы редактируете. Щелчок по кружочку конкретного угла, и вы редактируете именно этот угол. Далее. Все то же самое с остальными инструментами. Эллипс произвольный, или, если делать клик по любой точке, то вы можете задать уже конкретные размеры. Шестигранник. По умолчанию полигон создает именно шестигранник. Если хочется задать другое количество сторон, вы можете выполнить щелчок по любой пустой точке, открыть одноименное диалоговое окно, задать радиус, это расстояние между центральной точкой и углом, и, конечно же, количество сторон. Минимальное количество сторон – 3. Вам нужен треугольник? Обращайтесь к инструменту полигон. Также,
как было со вторым инструментом, во время рисования, пока вы не отпустили левую кнопку мыши, вы можете стрелочками вверх, вниз задать нужное количество сторон. Такая рекомендация. Когда вы рисуете вручную, очень рекомендуется, прежде чем отпустить левую кнопку мыши, держать свободной рукой Shift, поставить фигурку на ножки, если можно так выразиться, и после этого отпустить левую кнопку мыши. Это очень важно, так как в дальнейшем мы будем изучать выравнивание, распределение объектов, и если рамка трансформации изначально кривая, как здесь, то нам будет очень тяжело с такой рамкой работать. Здесь рамка трансформации прямая, так как я при нажатой Shift отпустила эту фигуру. Все то же самое можно делать со звездочкой, инструмент звезда. Нарисовать произвольно, нарисовать щелчком, щелчок. И у нас появляется одноименное окно, где два радиуса вы видите. Первый радиус от центральной точки до внешнего угла. Второй радиус – расстояние от центральной точки до внутреннего угла звездочки. И points – это количество выступов. Я могу либо здесь, в этом диалоговом окне, задать нужное количество выступов. Также я могу во время рисования. Пока я не отпустила левую кнопку мыши, я не отпускаю левую кнопку мыши. Я стрелочками вверх или вниз задаю нужное количество выступов. Не забываем, чтобы поставить объект на ножки, прежде чем отпустить левую кнопку мыши, держим Shift свободной рукой, затем отпускаем левую кнопку мыши. Пожалуйста. Вот основные 5 инструментов в этой группе, в группе прямоугольника. Но есть еще и шестой инструмент. Шестой инструмент в первых версиях отделялся вертикальной разделительной линией от всех предыдущих инструментов, так как он не считается базовым объектом. Шестой инструмент создает довольно сложную комбинацию. То есть это как вспышка. Показываю. Шестой инструмент. Рисую, тяну какую-то небольшую линию, отпускаю и щелчок по любой точке. Инструмент известен еще с самых первых версий. Это такой эффект вспышки, знакомый эффект. Сейчас мало кто этим пользуется, но на примере этого инструмента я бы хотела рассказать пару слов о сложных комбинациях. Дело в том, что мы, дизайнеры, верстальщики, очень часто покупаем готовые векторные клипарты. И чтобы поставить на макет, мы часто хотим что-то отредактировать. И эти клипарты точно так же, как вот фигура, нарисованная шестым инструментом, состоит из, на первый взгляд, группы. Но на самом деле это не группа. Команда ungroup разгруппировать не активна. Это не группа, это сложная комбинация. И чтобы подетально редактировать элементы этой сложной комбинации, мы обязательно должны разобрать сложную комбинацию. Разобрать сложную комбинацию можно в меню Object, объект, выбрать команду Expand, разобрать. После выбора этой команды возникает вопрос: разобрать заливки, объекты, обводки. Мы говорим окей, все разобрать. Я сейчас попытаюсь снять выделение с этой стопки щелчком по пустоте и пытаюсь взять вот эту большую фигуру. Я вижу, что большая фигура вместе с остальными все еще вместе находится, отдельно не выделяется. Дело в том, что после Expand, после того, как вы разобрали эту сложную комбинацию, вам необходимо будет
пару раз, один или два раза разгруппировать. После expand один или два раза ungroup. Один раз, думаю, достаточно. Чтобы убедиться в том, что уже элементы независимы друг от друга, я делаю щелчок по пустоте, обращаюсь к этой большой окружности и вижу, что да, они уже отдельны, эти элементы. Я так подробно рассказываю о разъединении сложной комбинации, так как вы столкнетесь с такой ситуацией. И чуть позже у нас сложная комбинация получится автоматически при использовании некоторых заливок. Так что будьте бдительны. Если у вас несколько объектов все время вместе, и это не группа, то есть команда ungroup не активна, значит это сложная комбинация. Надо сначала разобрать, затем разгруппировать. Это была первая группа базовых инструментов. Вторая группа базовых инструментов – это уже группа линий. Все так же, все по такому же принципу работает. То есть, если вам надо нарисовать, допустим, линию, вы можете растягивать эту линию самостоятельно. Вы можете нарисовать эту линию с точными размерами. Берете инструмент линия и делаете клик по любой точке. Задаете длину и угол поворота, допустим, 90 градусов. Команду fill line залить линию бессмысленно включать, так как линию залить внутренней заливкой невозможно. Что касается дуги, такая же ситуация. Вы можете нарисовать вручную, вы можете одним щелчком открыть одноименное окно, задать по горизонтальной оси длину, по вертикальной оси длину, выбрать тип открытый или закрытый и, конечно же, задать любую глубину. Здесь можно уже включить Fill Arc, залить дугу, если вы хотите уже существующей заливкой сразу же заливать. Можно позже это делать, это не проблематично. Но так же, как было с предыдущей группой, я рекомендую рисовать дугу, например, и интерактивно менять глубину. Чтобы менять глубину интерактивно, вы, не отпуская левую кнопку мыши, нажимаете стрелочки вверх или вниз, вверх, вниз. И даже можно задать другое направление. Мне кажется, в таком творческом процессе интерактивное редактирование намного интереснее. Закрасить и внутренней заливкой, и внешней обводкой без проблем, пожалуйста. Спираль. Все то же самое. Вручную нарисовать. Нарисовать одним кликом, задавая вогнутость и количество сегментов. Также во время рисования вы можете стрелочками вверх, вниз задать нужное количество внутренних витков. Стрелочки вверх или вниз. Эти три инструмента создают простейшие фигуры, простейшие линии. Что касается четвертого и пятого инструментов, они изначально создают группу. Чтобы в этом убедиться, я нарисую прямоугольную сетку, выделю эту сетку и в меню Object разгруппирую. Ungroup. Щелчком по пустоте снимаю выделение, подхожу к большому прямоугольнику и вижу, что на самом деле я разгруппировала и что прямоугольная сетка состоит из большого прямоугольника и вертикальных горизонтальных линий. Все то же самое, как было с предыдущими инструментами.
вы можете одним кликом открыть диалоговое окно, задать общие размеры, задать количество горизонтальных внутренних линий, количество вертикальных внутренних линий. Skew – это смещение этих линий в одну сторону, вниз, вверх, влево, вправо, если есть такая необходимость. И вот получить такую нестандартную, необычную прямоугольную сетку. Но в то же время мы можем все это делать руками, интерактивно, когда речь идет о творческом процессе. Я в процессе рисования, не отпуская левую кнопку мыши, стрелочками вверх-вниз регулирую количество горизонтальных линий, оставляю одну горизонтальную линию, а стрелочками влево и вправо я регулирую количество внутренних вертикальных линий. Одна вертикальная линия. Пожалуйста. Все то же самое работает с последней, пятой фигурой. Это полярная сетка. Тоже, если нарисовать, получается группа. Если нарисовать и в процессе рисования стрелочками вверх-вниз работать, то мы будем регулировать количество внутренних окружностей. А стрелочками влево-вправо мы регулируем количество прямых внутренних сегментов. Пожалуйста.